Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сделаем с вами сегодня общий расклад на тему «Мой ли это человек?». У нас будет 3 позиции. Первая, вторая и третья. Тайм-код будет указан в описании под видео. Загадывайте своего человека, выбирайте колоду, выбирайте позицию. И давайте, начиная с первого варианта, мы будем смотреть, кому нужно больше времени, чтобы определиться, можно поставить на паузу. Итак, мой ли это человек? Первая позиция. Давайте посмотрим чувства загаданного человека к вам. Какие чувства он к вам испытывает? Единички. Здесь человек влюблен. Но здесь, знаете, чувство влюбленности, оно какое-то не очень глубокое. Здесь, скорее всего, он даже сам себя сдерживает, сам как-то вот контролирует проявление вот этих вот эмоций. Возможно, он еще не отошел от каких-то болезненных отношений в прошлом, да, либо, может быть, между вами был какой-то конфликт или ссора, которые заставили его сейчас тратить время на то, чтобы, вот знаете, восстановиться. Да, есть влюбленность, но он прям вот эмоции сдерживает. Почему это так? Что в чувствах еще? Да, здесь, знаете, шестерка кубков, какие-то моменты из прошлого. Вот если вы с ним ссорились, то ему важно пережить то, что было между вами. А если же у него какие-то вот предыдущие отношения, да, то есть если вы с ним не ссорились, то здесь какие-то предыдущие отношения, они достаточно болезненными были. И, возможно, он до сих пор, как-то, знаете, под впечатлением остается. И ни в коем случае не хочет наступить на те же грабли. Да? Он не хочет повторить ту ошибку, которую он уже совершал. Ему нужно время для того, чтобы как-то, вот знаете, прийти в себя. И дело в том, что, несмотря на вот это вот чувство влюбленности к вам, у него как-то нет особого такого желания, рвения сейчас в омут с головой окунаться в какие-то новые чувства, в новые отношения. Поэтому здесь влюбленность есть, но намеренно ее как-то, вы знаете, вот контролирует, ограничивает, не хочет тонуть в чувствах с головой. Что вы приобретаете в этих отношениях? Что вам дают эти отношения? Что вам дают отношения с этим человеком, единички? Вы знаете, а здесь борьба. Я не могу сказать, что здесь гармония, здесь могут быть перемены, но за них стоит побороться. И вы знаете, во многом это все действительно будет завязано на окончании какого-то тяжелого периода. Здесь вот что-то такое достаточно сложное, либо, вот повторюсь, в ваших отношениях какие-то ссоры, которые должны завершиться, либо же то, что было в прошлом у человека, оно должно вот именно отболеть. Но здесь вот, знаете, вот какое-то вот сражение, да, вы как воин, который сражается за свое счастье на пути к переменам, тогда, когда нужно вот именно поставить точку сначала в чем-то одном, а потом уже идти к чему-то другому. Но вы знаете, здесь вполне вы можете дождаться вот этого предложения, но такое состояние некой такой нересурсности. Вы вроде хотите партнерства, а он сосредоточен на себе, и он такой очень упрямый. Он очень упрямый, он, знаете, вот им нельзя манипулировать. Вот он как сказал, так и будет. Невозможно заставить его принять какое-то решение, если он сам того не хочет. Поэтому здесь, возможно, вы дождетесь, но только тогда, когда он сам решит. Форсировать события здесь бесполезно. Что вы теряете в этих отношениях? Возможность принимать какие-то решения самостоятельно. Здесь все решает мужчина. Смотрите, но здесь нужно отдать должное. Вот здесь он не дарит вам ложных надежд. Вы теряете состояние двойственности, вы теряете то состояние, когда человек разбивает вам сердце. Почему он не делает сейчас каких-то таких активных шагов? Потому что он до конца не понимает, как быть дальше. Он боится начать
и развернуться, пойти обратно. Он боится вас разочаровать. И с одной стороны, здесь, конечно, жаль, что вы теряете шанс на семью, да, здесь десятка кубков, это вот именно карта партнерства. Здесь такое ощущение, что вы воюете больше за эти отношения. Но, с другой стороны, и вы не можете здесь ничего решать, здесь мужчина решает. Но с другой стороны, здесь он не дает вам вот этой двойственности, да, то есть он свою позицию четко озвучил. Он не вешает вам лапшу на уши, он не ведет двойную игру. Здесь он вам четко и ясно озвучил свою позицию. Вот это огромный, конечно же, плюс. Какова у вас здесь перспектива с ним? Какова у вас перспектива с загаданным человеком? Вы знаете, ни в коем случае не хочет вас отпускать, но пока вы еще посидите в том состоянии, в котором вы находитесь сейчас. И сидеть в этом состоянии будете довольно долго. Будете стараться, причем стараться будете и вы, и он. И на самом деле здесь есть шанс прийти к официальным отношениям, да, здесь есть шанс прийти вот именно к семье, просто вот на сегодняшний день, да, вот это вот партнерство, оно какое-то больше не душа в душу, а какое-то вот, знаете, больше однобокое, да, то есть вы воин, который готов сражаться за эти отношения, а он вот весь сам в себе, да, исцеляет вот эти вот раны свои душевные, как-то сосредоточен на себе, возможно, на зарабатывании денег, потому что здесь сплошные пентакли. Но здесь на самом деле есть шанс прийти к семье, потому что человек готов стараться. Он ни в коем случае не хочет вас обманывать. Здесь он перед вами честен и справедлив. Смотрите, единственное, что... Но он не поддастся на эту игру, да, вот на сегодняшний день здесь нет треугольников. На будущее здесь могут появиться третьи лица, которые, ну, так скажем, внесут сумбур, и между вами станет такая, знаете, ситуация, как переломный момент. Нужно будет дальше решать, как быть, но... Если здесь, вот повторюсь, стараться, если работать над отношениями, то можно идти дальше. Здесь все в ваших руках. Нельзя перечеркнуть то, что вот сейчас складывается между вами. Да, и у вас есть шанс прийти к законному браку. Поэтому единички, здесь, конечно же, все непросто, но вполне ваш человек. Здесь сложный человек. Нужно ему, вот знаете... по своей дороге идти, но это хорошо, что не вы его на собственных плечах будете вести, да, здесь вот он сам, но тем не менее есть у вас возможности прийти к семье, человек ваш, несмотря на то, что такой вот, знаете, упрямый. Итак, двоечки, вторая позиция, давайте посмотрим, мой ли это человек. Итак, какие чувства он к вам испытывает, его чувства к вам. Ой, обижен, как-то вот, знаете... Здесь у него, знаете, борются разум и чувства. Его безумно к вам тянет, но между вами какие-то, вот знаете, разночтения, разногласия, разница в возрасте, разница в статусе, разница в религии, какие-то моменты, когда может быть необходимость соблюдать субординацию, и вот это все присутствует. Здесь у него просто мозг взрывается, он конфликтует сам с собой, его очень к вам тянет, не понимает, что это вообще такое, не понимает, что с этим делать, и поэтому здесь вот прям старается держать себя в руках, но не поймет. Такое ощущение, что вот те эмоции, которые с ним сейчас, они впервые. Если кто-то из вас в браке, то здесь, конечно же, брак является основой вот этих вот непонятных чувств, непонятных ощущений. Если же все свободны, то здесь вот именно, повторюсь, вот какие-то разночтения, разногласия, но с другой стороны здесь понимание того, что мы могли бы стать семьей, посмотри, как мы идеально друг к другу подходим, да, мы разные, но мы вот как из серии, что противоположности притягиваются, здесь вполне чувства, и чувства такие вот достаточно прагматичные, да, то есть человек не под влиянием бабочек в животе, а под влиянием каких-то таких вот, знаете, необъяснимых импульсов и с осознанием того, что у нас все получится. Что вы получаете в этих отношениях, что вам дают эти отношения?
вам дают эти отношения? Ну, возможность идти в новую жизнь. Вы знаете, здесь вот если кто-то свободен, то именно любовные отношения вам они дают. Если же все свободны, то здесь шанс пойти в новую жизнь, и вам нужно сделать выбор сделать осознанно. Если же, повторюсь, кто-то в браке, то только любовные отношения, и вы останетесь поодиночке, вы вместе не будете, да, смотря у кого какая ситуация. Что вы теряете в этих отношениях? Что вы теряете в этих отношениях? Но то, что вы получаете от этих отношений, оно очень важным уроком вам идет. Здесь 3 старших аркана, это, знаете, вот такой важный опыт, это то воспоминание, которое останется с вами навсегда. Что теряете? Смотрите, но здесь, с одной стороны, такое состояние инфантильности, да, то есть здесь нужно брать ответственность за то, что вы делаете. И вот эта ситуация, когда есть полутона, она как раз-таки актуальна. Здесь вы теряете, вот как раз-таки, опять же, карта Луна — это лжи, карта обмана, карта Маг — это карта манипуляций. И, повторюсь, здесь от вас мало что зависит. Вот смотрите, карта Маг — это то состояние, когда вы можете повлиять на ситуацию, но здесь вы эту возможность теряете, вы на ситуацию влиять не можете. А почему? Так, а почему? Ну, здесь, если семья, то понятно, почему. Либо же расстояние между вами, либо же вот эти вот разночтения. Здесь нужно принять решение какое-то. А решение, судя по всему, пока принять он не может. Давайте посмотрим, что между вами в перспективе. Вы знаете, я не вижу какого-то развития. Здесь вот эта вот ситуация такая, которая есть на сегодняшний день, от которой вы устаете. Здесь рутинность, болото, нет движения какого-то особого вперед и много обещаний, которые могут быть не выполнены. Но здесь, знаете что, здесь по итогу, если вы сумеете дождаться, то вас действительно ждет по 2 кубков союз. Здесь такая интересная ситуация, вот вторая позиция. Здесь в любом случае, знаете, союз идет, но здесь как-то все непросто. Здесь очень долго мужчина будет думать относительно того, какое решение принять. И если вы не устанете ждать, если у вас хватит терпения этого дождаться, то да, вы придете к союзу. Но здесь велика вероятность того, что вас вот такое положение вещей, которое будет в ближайшее время происходить, да, и оно довольно длительное время будет происходить, да, то есть вот тот статус, давайте посмотрим, что сейчас вообще между вами. Вот тот статус, который между вами, он вас может просто вот утомить порядком. Мужчина не дает конкретики. Здесь вроде бы есть какое-то старание. У кого-то это могут быть деловые отношения, когда вы работаете вместе. Но мужчина не готов дать вам конкретику. Он вроде бы что-то предлагает, но ничего конкретного все-таки не предлагает. Да? То есть что-то предлагает, но здесь какие-то моменты, когда вроде бы и да, и вроде бы нет. Нет ресурсов, нет возможности для того, чтобы сейчас вот какие-то перемены или движение вперед осуществить. И вы знаете, здесь решение будет принято в вашу пользу. Это ваш человек, но дело в том, что здесь вы можете устать ждать его. Вот здесь в чем дело. Здесь очень долго будет тянуть кота за хвост, и можете вы просто его не дождаться. А ждать-то вообще стоит? Давайте посмотрим. Да, да, карта колесница. Здесь вот именно как раз-таки 7 пентаклей, это карта ожидания. Здесь обязательно есть чего ждать. Здесь примет мужчина решение. И вы знаете,
вот в тот момент, когда вы дождетесь, несмотря на то, что здесь мужчина не дает конкретики, он все-таки примет решение, он будет такой сильный, волевой, властный, да, то есть вы дождетесь, пока он ударит кулаком по столу и скажет: все, я решил. Но вот когда он уже примет решение, здесь уже руль, он будет в ваших руках, да, то есть вы будете иметь возможность контролировать то, в какую сторону идут и движутся ваши отношения. Поэтому здесь очень даже ваш этот человек, важно просто уметь дождаться. Здесь действительно есть чего ждать. Благодарю двоечки за просмотр, буду рада за обратную связь. Благодарю всех тех, кто делится тем, как отыгрываются расклады. Итак, третья позиция. Давайте посмотрим, мой ли это человек, да? Его чувства к вам. Вы знаете, он нарочно держится на дистанции от вас. Он просто вот держит свои эмоции в кулаке, под контролем. Он ревнует, он наблюдает за вами, но нарочно прям не идет как будто на сближение. Почему так? Очень тяжело ему. Здесь вот прям тяжесть, груз на сердце. На самом деле сильная страсть по отношению к вам. Но здесь такое ощущение, что никак не может он войти в новый виток. Здесь, скорее всего, не может он решиться на какой-то новый ответственный шаг в его жизни. Поэтому пока эмоции держит под контролем. Не готов он к чувствам. Что вам дают эти отношения? Пока только границы. Пока только выстраивание границ. И вы знаете, вот такое ощущение, что вот вам кажется, что раз вы приблизились, и снова зависшая ситуация. Вам кажется, что вот вы одержали победу, все хорошо, и нет, опять снова тупик какой-то. Что вы теряете в этих отношениях? Терпение теряете, мудрость теряете, самообладание теряете, возможность разгадать его, да, возможность раскрыть какие-то тайны. Спокойствие теряете. Здесь действительно вас эти отношения очень изматывают. И вы знаете, эти потери, они очень сильно потом ударят по вам, да, то есть они очень сильно аукнутся. Это ваши ресурсы, и вы тратите львиную долю своих ресурсов. Вот здесь действительно то, что вы теряете, оно такое, знаете, вот ваше богатство, о котором вы потом вспомните. Вы скажете: зачем я вообще ждала? Давайте посмотрим, что на перспективу у троечек. На перспективу. Смотрите, если кто-то из вас в браке, да, либо вы, либо загаданный человек, то здесь семья останется нерушима, и здесь вот так и будет, вот это вот состояние бесконечного ожидания. Но здесь, скорее всего, именно вот так и обстоят дела. Для тех, у кого все свободны, здесь, знаете, можно прийти к союзу, но это, знаете, вот тогда, когда человек поймет, что он действительно может вас потерять. Вот это то состояние, когда я не хочу тебя отпускать, все, нужно уже принимать решение, но это будет, знаете, это прям будет долго. Здесь всякое терпение уже лопнет, здесь всякому терпению придет конец, все ресурсы уже закончатся, истощатся. Причем здесь... Да, здесь такое ощущение, что когда вы уже готовы будете развернуться и уйти, человек примет решение о том, что нужно все-таки что-то делать, нужно действовать. А почему он так? Почему? Что ему сейчас-то мешает? Почему? Что сейчас мешает?
Вы знаете, у кого-то все-таки здесь семья. У кого-то семья, стабильность, а у кого-то просто вот в планах, да, для тех, кто свободен, да, для тех, у кого все свободны, здесь просто семья в планах более длительные сроки. И на сегодняшний день вот какие-то другие глобальные цели запланированы у человека. И вот вы ждете, а он понимает, что да, в принципе-то и можно с вами что-то построить, но он же знает, что вы ждете, поэтому можно отсрочить создание семьи на год, на 2. А стоит вам его ждать? Давайте посмотрим, потому что здесь тоже ожидания, очень схожие позиции у нас сегодня. Стоит ли вам ждать этого человека? Вам стоит в себе разобраться. Вам стоит разобраться в себе, причем разобраться в себе ни в коем случае не на эмоциях, а разобраться в себе в состоянии покоя, чтобы это были какие-то решения, действия не сгоряча, не от обиды, а от того, что я спокойно решила, я спокойно приняла это решение. Здесь очень долго будете ждать. Такое ощущение, что даже если разрыв между вами случится, человек будет бороться за восстановление отношений с вами. Но здесь такое ощущение, что только после того, как клюнет жареный петух. Вот сейчас у него первым делом самолеты, ну а девочки потом. Ну, естественно, если у него семья, то он весь в семье, но возвращать он вас захочет только тогда, когда понимает, что начинает терять. Поэтому здесь вот такой товарищ. Благодарю всех за просмотр. Буду рада обратной связи. Буду рада всем, кто поделится тем, как отыгрываются наши общие расклады. Благодарю всех и до встречи в новых видео.